Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. В эти выходные на Тайване проходила выставка MOO 2018, и, как вы понимаете, было представлено огромное количество новинок. Поэтому, я думаю, вы меня простите, если мы опустим тему срачей и сразу перейдем к новостям про продукты. Срачи, конечно, на этой неделе были, один даже был с нашим участием, но это не имеет никакого значения по сравнению с объемом новинок, которые были представлены. Поехали! Несмотря на то, что внимание всего мира было приковано к новинкам выставки MOO 2018, я все-таки начну с новостей от российских производителей, которых на этой неделе, кстати, тоже было немало. Компания НПО ЕК представила страйкбольную версию ручного гранатомета РГМ-40 Кастет. Планируется выпуск в двух вариантах: для стрельбы тагами с использованием гильз и для стрельбы выстрелами в ок тюльпан от Страйкард. При необходимости, если докупить отдельные детали, можно изменить тип боеприпаса. Вес гранатомета 1,7 кг. По словам производителя, гранатометы уже готовы и скоро начнутся продажи. Официальной цены пока нет, но по неподтвержденным данным цена будет около 23 тысяч рублей. О второй новинке от НПО ЕК рассказала компания 39 Bullets. По информации от них, в декабре 2018 года НПО ЕК покажет прототип ВВД винтовки ВКС «Выхлоп» со встроенным баллоном. Подробной информации пока нет. Ждем релиза от НПО ЕК. Российский производитель ВВД-систем HPA System поделился информацией о своей новой ВВД-системе Proteus 3, релиз которой запланирован на StrikeCon 2019. По неподтвержденной информации, там же можно будет приобрести систему. Список фишек и обновлений этой системы настолько большой, что занял бы половину этого выпуска. Поэтому с подробностями я предлагаю ознакомиться самостоятельно. Ссылка есть в описании. Но самые яркие моменты я, конечно, отмечу. Электроника новой системы будет поддерживать все версии Протеуса, а также все известные одно- и двухсоленоидные ВВД-системы от других производителей, таких как Polar Star F1, F2, Fusion Agent, Wolverine SMP и так далее. Новая катушка позволила существенно снизить требования к аккумуляторам. Теперь система будет работать даже от 7,4 вольта. При этом существенно выросла максимальная скорострельность и радикально снизилось тепловыделение. Теперь систему можно смело ставить на пулеметы. Очень точные пулеметы. Про снайперов тоже не забыли. В систему добавлен режим «Вежливый нозл», позволяющий очень аккуратно досылать шары, как у болтовки. Добавлены задние и передние демпферы сопла для уменьшения звука работы механизмов. Добавлен механизм ожидания подачи шара для механ со слабыми пружинами. Для увеличения соосности на передней крышке добавлен воротник, позволяющий очень точно посадить камеру хоп-апа. Ну и напоследок скажу, что в новом Протеусе уменьшено рабочее давление под современные рыночные инлайн-регуляторы. Остальные фишки в описании. Еще один российский разработчик ВВД-систем Дмитрий Югов работает над созданием ВВД-кита для Крис Вектор от АСР. Кит основан на ВВД-системе Микрик, которая была создана в процессе работы над ВВД-китом для МП7. Интересным фактом является то, что стандартный хоп-ап от Крис Вектор будет заменен на стандартный хоп-ап от АК, что несомненно является плюсом, так как конструкция хоп-апа у Вектора была не самая лучшая. Западные коллеги по ВВД-цеху тоже не отстают с новинками. Polar Star наконец закончили работу над универсальным приклад-баллоном UGS. Начало продаж запланировано уже через неделю. Приклад поддерживает установку стандартных 200-граммовых баллонов и имеет встроенный регулятор низкого давления, который по внутренней конструкции аналогичен компактному регулятору MicroReg. Линия приклада поддерживает выходное давление от 40 до 130 PSI. Приклад совместим с системами F1, F2, Jack и другими Drop-in-Kit системами от сторонних производителей. При этом с Polar Star Fusion Agent приклад несовместим. Пластиковая накладка R3 Stock продается отдельно. Баллон тоже в комплект не входит. Приклад со встроенным регулятором будет стоить $210. Пластиковая накладка на баллон еще $30. Classic Army наконец рассекретили внутренности своей двуствольной М-ки DT4. Внутри стоит сдвоенный гирбокс, 2 хоп-апа, 3 шестерни, сдвоенный цилиндр, сдвоенный поршень с одной гребенкой и весьма специфичный таппет.
Судя по всему, партия уже добралась до азиатских магазинов. Цены на наши деньги составляют около 27 тысяч рублей. Также Classic Army показали линейку новых верхних ресиверов со стволами и цевьями разной длины для своего CQB коротыша Nemesis X9. Хотя с некоторыми цевьями коротышом X9 уже не назвать. На сайте мастерской Bunny Workshop была замечена кастомная стальная винтовка, работающая от Greengas и CO2 шеллов PPS 870. Материалы изготовления — сталь и дерево. Качество изготовления можете оценить сами по фото. Весит аж 3,6 килограмма. Поставляется в крутейшем кейсе. Стоит $742. Cao Technology показали очень странный продукт. Комплект, состоящий из внешнего ствола и быстросъемного компенсатора отдачи для ГББ версий Glock 17 и 18, сделанных по архитектуре Tokyo Marui. Практической пользы в такой штуке я не понял. KWA показали новые магазины для М4 серии. Фишкой магазинов MS-120C является возможность переключения емкости магазина на 30 и на 120 шаров. Также есть встроенный досылатель до последнего шара и ID-панель для идентификации магазинов. Чтобы не раздувать тайминг выпуска, вместо традиционной рубрики с находками на AliExpress я расскажу о новинках выставки МОО 2018. Poseidon представили свою ГББР-версию карабина AR 9 мм. На фото рабочий прототип. Viva Arms показали прототип страйкбольной полуавтоматической версии Type 56. Как вы уже догадались, это китайская версия СКС. На стенде Classic Army замечена стальная страйкбольная версия пулемета Browning M2. Rotec показали совместный проект с компанией Svoboda. Да, это уже готовый прототип внешки карабина в так называемом обвесе SubMod Block 3. Стало известно, что это все-таки ГББ. Замечена страйкбольная лицензионная ГББ-версия пистолета Hudson HD9. Насколько мы поняли, от EMG. Выпускается в цвете тан и черный. На стенде VE замечена ГББ-версия пистолета Zigzauer M17, платформа P320. По неподтвержденной информации, OEM-производителем является VE, но наличие лицензионных маркировок говорит о том, что производиться он, скорее всего, будет под каким-то другим брендом. ICS показали ПМ с глушителем. Судя по описанию, CO2 версия. Судя по рукоятке, там тонкие магазины и конструкция аналогична ПМ от Gletscher. Глушитель, судя по всему, глушит звук. Подробностей пока нет, но скорее всего это будет тихая, но компактная альтернатива МК-23 с соком. LCT показали стальной станок для пулемета ПКМ. На стенде ANK замечена страйкбольная версия польской модификации пулемета ПКМ UKM-213. Пока, правда, только в виде прототипа с элементами, напечатанными на 3D принтере. Milsig HPA показали новый ВВД-карабин со встроенным в приклад баллоном и регулятором. Подробностей пока нет. Блиц новостей. Leilax выпустили укороченный внешний стволик для Krytac Chris Vector. Maple Leaf показали новые фото новой камеры хупапа для G5 от GHK. Новые киты для Glock, построенных по архитектуре Tokyo Marui, RVA Agency Project NOC, поступили в продажу в некоторые мастерские и магазины, например, в Bunny Workshop. APS показали свой вариант CQB коротыша, называется Phantom Extremis Rifle MK7. На сайте магазина EB Airsoft замечено крепление для Aimpoint T1 и RMR от TMC. Фишкой крепления является регулируемая высота подъема прицела. Больше новостей у меня пока для вас нет. Как всегда, жду обсуждения новостей в комментариях, а также вашу оценку моей работы. Ну и надеюсь, вы меня простите, если пока идет международное голосование Airsoft Player Choice Awards, я буду об этом напоминать и просить вас поддержать нас в тех категориях, в которых вы сами посчитаете нужным. К сожалению, в условиях конкуренции мне приходится это делать и постоянно напоминать, как это делают все остальные участники голосования. Например, в прошлом году нам просто не хватило голосов. С вами был Евгеньевич, до скорого!